centre. Also to look at an economic master plan for the regeneration of the central area, and at the heart of this, a new city space. А также быстренько я пробегусь, может быть, для тех, кто пропустил на прошлой стадии мою презентацию. Когда мы давали анализ, мы пытались проанализировать новый образ центра города, создать экономический генплан и новое пространство. Here was a great British detective, and I'll show you some of our analysis of what we think of the city here. Вот знаменитый британский детектив. Я вам хочу показать, в свою очередь, тот анализ, ту сыщическую работу, которую провели мы в городе. Okay, I think first of all, one of the main points is the changing identity of Ижевск. Ижевск was a closed city, and now it is a very open city, connected to the whole world. Конечно, один из главных тезисов здесь – это то, что меняется сам характер города. Ведь город Ижевск, он был когда-то закрытым городом, а сейчас он открывается всему миру. And I think also Ижевск has to realize its place, which is that a city which has to compete. It has to compete with Kazan. It has to compete with Perm for business, for tourism, for people to come and live. Также нужно понимать, что город Ижевск, он должен осознать, что он является городом конкурентным, то есть он конкурирует с Казанью, с Пермью, например, с точки зрения бизнеса, с точки зрения привлечения туристов. Именно сюда должны в том числе приезжать люди, хотя здесь жить. It's a city of Ижевск is about 600,000 people, but also it's part of a wider conurbation, which includes Votinsk, Tchaikovsky, Sarapul, and in total the conurbation is about 1 million people. При том, что в самом городе Ижевске живут порядка 600 тысяч людей, он является все равно частью большей агломерации городов Воткинска, Чайковского и так далее, и в сумме это около 1 миллиона человек. I'm not going to go through all of the analysis work that we did last time. These are a couple of the main slides which talk about the building uses, public transport, parks, the building spaces. Весь анализ, о котором мы тогда говорили, я здесь приводить не буду. Вот пара основных принципиальных слайдов, где видно задействование территории функциональные, землевладение и так далее. I think this is an important one though. When we looked at the history of the city, I think the notion that Ижевск was founded on a big idea. Это, впрочем, думаю, важный слайд. Мы смотрели на историю города, и мы обнаружили, что город Ижевск – это город, который основан на такой масштабной, смелой идее. And I think that's a great thing for the foundation of the city, and that you shouldn't be afraid of big ideas and big suggestions here for what the future of the city could become. Я считаю, что уж коль скоро сам город основан на смелой идее, то и вам тоже не нужно бояться каких-то смелых, отважных решений в проектировке пространства. This was, I thought, one of my most interesting drawings from the historical analysis, which shows that originally in the pre-Soviet period, the city was a city of courtyard blocks. Здесь вы видите, что это один из самых интересных элементов нашего исторического анализа. Здесь Ижевск, его генплан до советской эпохи, 1990-е годы. Видите, что это плотно застроенный микрорайонами город. Это и есть такая подкладка, то есть вот то, что до советского периода, то первоначальная ткань пространства города Ижевска. And then, of course, during the Soviet period, there was the big political, the big spaces were introduced, the big monumental spaces. И, разумеется, в советский период как раз были введены вот эти большие монументальные открытые пространства имперские. They cleared away a lot of the historical character, of course, and the original cathedral. И они, разумеется, открыли пространство для большого количества зданий, в том числе, естественно, и первоначальный собор здесь тоже. And so we looked at, Ижевск today. What are the strengths? Well, we looked at many. It's got many strengths. Here were just 4 of them. Certainly the strength of the community here is fantastic in that people really actively engage in the space. The nature of displays in the square, the ice sculpture in the winter, the summer, the fountains. The character of the different buildings is very individual and unique, and there's some good historical buildings. And of course, the view out to the ponds, to nature, which comes right into the middle of the city. Мы говорили в том числе о сильных сторонах города. Их, конечно, много, но здесь перечислены основные 4. Это очень активное сообщество, которое активно участвует в жизни города. Это очень зрелищный город, здесь очень красивые объекты, фонтаны, и летом проводятся выставки в том числе. Это индивидуальный характер зданий, они очень особые, но, естественно, очень красивый открывающий вид, в том числе на пруд.
We also looked at some of the weaknesses. The square at the moment, when it's not being used for a festival, is a really big, open, empty space with not much going on in it. Parking is a problem. People park and drive right across the public realm, which is dangerous for pedestrians and also damages the surfaces. А также мы смотрели на слабые стороны. Это в первую очередь то, что площадь не задействуется и является просто открытым пространством вне фестивальных каких-то дней. Но еще большой проблемой является парковка, потому что люди просто паркуются где хотят по площади и разъезжают где хотят. И это опасно в принципе, но еще это, конечно, повреждает рельеф. Also, some of the buildings around the central square are in terrible condition. For example, the residential towers on the north side of the square, for prime location in the city, they're in very poor condition. And also, the spaces around the square, this is an example on the south side, are not part of the square, they're not part of the street, they're just sort of not used very well. It's kind of wasted space. Еще проблемой является очень плохое состояние построек жилых, которые находятся буквально очень рядом с площадью. Эти 4 жилые башни, они в очень плохом состоянии. И еще проблемой является то, что вот эти вот пространства, которые окаймляют территорию площади, прилегают к ней, они как бы и не площадь, как бы и не улица, они практически не задействуются, а просто вот торчат и все. The square is built on the top of a hill. Which is why the view is so good from the top. It's actually 75 meters above the level of the lake. Площадь разбита на на вершине холма, именно поэтому в том числе такой красивый вид на пруд, буквально 75 метров над уровнем моря. That's a big change in level to accommodate into a design. I'm sorry, is it 75 or 175? 75 meters difference. 75. 75, да, все-таки. I'm sorry. We looked at the idea, some of the issues of wind and climate, and last time we talked about how you can create streets and environments which help protect from the wind, which in this case comes mostly off the water, off the lake. А также проблемой является ветреность этого пространства. Очень много ветра идет с пруда, и мы в том числе обсуждали то, как можно закрыть или как-нибудь защитить это пространство от продуваемости постоянной. We looked at some comparisons of density between other cities of a similar latitude. We looked at Helsinki and we looked at Riga, both similar climate to Ижевск, and the density of the core areas, the city center areas. Также мы сопоставляли по плотности застройки город Ижевск с другими городами, которые находятся на той же широте, с городом Хельсинки, с городом Рига, где примерно сравнимый климат. Мы видели, что у них достаточно плотно застроенный центр. And that's in the center of those cities, the amount of built buildings compared to open space. Вот внизу вы видите, что вот центры городов и соотношение между застроенностью зданиями и открытыми пространствами. And we compared with Ижевск, and we found that Ижевск actually has a very, very low density in the core area, and you could double the number of buildings in the central area, and you still wouldn't be at the same level as Riga or Helsinki, just in terms of density. И мы как раз обнаружили, что Ижевск является в этом смысле очень мало застроенным, обладает очень мало застроенным центром. Можно хоть удвоить количество построек в центре города, и все равно это будет сопоставимое по открытому пространству соотношение с Хельсинки и с Ригой. So we asked the question, what is the future of Ижевск? Helsinki we looked at, Riga we looked at. We also looked at cities like Manchester in the north of England, which has had the city centre completely reconstructed with new buildings. It's really reinvented itself. And also Baltimore in America, which has rebuilt all of the waterfront to become a really active place with shops and leisure and nightlife. Также мы, задаваясь вопросом, какого будущего Ижевска, мы сравнивали также не только с Ригой и Хельсинки, мы также сравнивали с такими городами, как Манчестер британский, где недавно был совершенно полностью перестроен центр города, и он приобрел совершенно новый характер. И также с американским городом Балтимор, где была воздвигнута новая панорама набережная, где снова все зажило совсем по-другому. I mean, obviously, Manchester is in England. Baltimore is in America. We're talking about Ижевск, which is in Russia. So the challenge here is to create a Russian character. Естественно, что Манчестер он в Англии, а Балтимор он в Америке, а Ижевск он в России. Поэтому основная сложность в том, чтобы создать красивое и при этом с русским характером. But the question is, what is the character of the city of Ижевск in the post-industrial age?
Но тут и встает основной вопрос, а каков он, этот характер города Ижевска в постпромышленную эпоху? Okay, that's the end of the analysis. I'm going to now give you Olga, also from PRP, who's going to show you some of the work that's been done in the last 2 or 3 months of the sociological study and the responses and the feedback that we've got. Это вот конец анализа. Сейчас я передаю слово Ольге, которая вам расскажет результаты социологического исследования за истекший период. Я расскажу о результатах социологического исследования, которое мы получили, которое мы проанализировали и постарались включить в наш проект. Это 4 отчета. Первый отчет передвижения точки входа на площадь. Второй отчет по фокус-группам. Профессиональное сообщество, эксперты также предоставили свой отчет. И массовый опрос жителей Ижевска. Это 4-й отчет. Здесь на этой схеме вы видите, что в массовом опросе участвовали все районы Ижевска, включая гостей. Вот это индикатор показывает тех людей, которые были в этот момент, в момент опроса в Ижевске в качестве гостей. Так, как переключать? Значит, результаты первого отчета — это результаты передвижения людей на площади. Были исследованы 13 точек, 12 активных и 13-я точка, результаты по которой были получены только в дни народных гуляний. Здесь вы видите, что, значит, подборка делалась в рабочий день, в субботу, в воскресенье и в день празднования какого-либо праздника. И показана интенсивность движения людей в зависимости от дня и количество людей. Таким образом, получив этот отчет, мы можем понять, что интересно то, что в рабочий день, в субботу и воскресенье количество людей не сильно меняется, только в день народных гуляний. При этом процентное соотношение, то есть мы получили 12% дней народных гуляний от всех жителей Ижевска. Это не так много, как бы город хотел задействовать людей. И в воскресенье это всего 5% от жителей Ижевска. И отчет показал, что это те жители, которые находятся в этом районе. Поэтому здесь большой потенциал для развития. Следующий отчет по результатам опроса фокус-групп. 4 фокус-группы. Первая фокус-группа в возрасте 18-30 лет, вторая 31-50, третья 51-65 и смешанная фокус-группа. В каждой категории по 2 группы. То есть всего 8 групп были опрошены. Вот такие проблемы выявлены как самые острые. Отсутствие туалетов, отсутствие кафе, отсутствие ремонта, ЦУМ, отсутствие классности здания, отсутствие спокойного пространства в дни праздников, усложненный доступ, отсутствие мест для отдыха, отсутствие охраны, отсутствие заделенных пространств, много мусора. Дальше у людей пытались выяснить, что бы привлекло и что интересует жителей Ижевска относительно площади, что бы они хотели видеть, чтобы посещать чаще, и какие предложения у них есть. Но здесь мы видим, что чтобы посещать чаще, ижевчане высказали мнение, что нужно обеспечить охрану и безопасность, предусмотреть
предусмотреть информационные доски, обеспечить подъезд и паркинг, показать и поняли, что город большое внимание уделяет общественному пространству на этой площади, но частное пространство не очень развито для людей с семьями, для друзей. Это не такое комфортное пространство, нежели как для больших компаний, для сбора народа, и с этим можно работать. Эта концепция наша развивает. Затем люди хотели бы больше видеть досуговых пространств, больше комфорта, больше эстетики. Также интересно было услышать мнение, что площадь ассоциируется с символом республики, и большая часть ижевчан считает, что площадь — это сердце города. И несмотря на то, что много проблем выявлено, очень жестких проблем, тем не менее образ площади очень позитивный. Вот как также, кроме очень важного вопроса, это где центр города и какие маршруты вы выстраиваете, чтобы насладиться именно центральной частью. Важный аспект, который мы выявили, это то, что не так много ижевчан бывает специально приходят на центральную площадь, чтобы насладиться самими видами, самой площадью, что 95% это прогулка, просто пересечение, прогулка на работу, посещение ярмарок, посещение кинотеатров, театров, прогулка за покупками. Также по опросу стало понятно, что большая часть ижевчан провели бы дома время, нежели пошли бы на центральную площадь. Парк у Вечного огня пользуется большей популярностью, набережная превосходит тоже по численности посещения. Центральную площадь, торговые центры, развлекательные центры, кафе. Больше всего на центральной площади бывают вечером, но большой потенциал развития дневных развлечений утром, и ночью тоже можно было бы повысить посещаемость. Также большая проблема во время концертов, до концерта и после концерта. Достаточно сложно людям, и даже во время концерта сложно найти интересные места, где можно было посидеть с друзьями. То есть если некий общественный концерт, то нужно еще что-то предусмотреть городу, чтобы люди получали больше удовольствия. Проблема с транспортом. Нужно развивать парковки. Общественный транспорт представлен хорошо. Велосипедные дорожки тоже. Да, при этом интересный факт, что 12% горожан посещают площадь во время праздников, 20% то есть 67% горожан не посещают, 20% не были никогда, и 12% это активные посетители Центральной площади. Но эти показатели можно увеличивать при помощи новой концепции. Вот. Также ижевчан спрашивали, за какие бы развлечения вы готовы были бы платить какие-либо деньги. Вот. Это фуникулер, детская площадка, кафе, сувенирные киоски, магазины, также площадка обозрения. Также большой вопрос, сколько город тратит на содержание площади сейчас. И вопрос, сколько
город будет тратить впоследствии, после реконструкции. Ну, большой популярностью у горожан пользуется школьный базар, ярмарки и выставки сельского хозяйства. Это те вещи, которые могут происходить чаще. И также фокус-группам была предоставлена первый эскиз компании PRP, и мы получили следующие комментарии, что граждане озадачились, есть ли большая идея, есть ли какая-либо большая идея о данной площади, памятник Чайковскому, где он, затем зонирование, как представлено зонирование, освещение было принято на ура, это всем понравилось. Вопрос, где какая экономика стоит за этим дизайном, и решения по парковкам были приняты положительно. Вот на данный момент у меня все. Okay, спасибо, Olga. So on the back of that research that we did and the analysis, дамы и господа, I'd like to present to you for your comments, for your discussion, for your open question, 10 proposals for the centre of Ижевsk, which are not necessarily all to happen today or tomorrow, but this is a plan that we envisage that you could implement in your city over the next 5 to 10 years to transform the nature of the city centre. И вот, основываясь на изложенном вам анализе, нашем собственном анализе, мы предлагаем вот эти 10 наших основных предложений для Ижевска, чтобы вы обсудили, прокомментировали это. И это, естественно, не все из них будут сделаны прямо сегодня, а то и завтра. Это такой план, в котором мы видим развитие города на ближайшие 5-10 лет. Okay. And they start with a sort of big picture thinking, and then we'll focus down on the specifics of the square. Начнем мы с такого основного рассмотрения на большом масштабе, и потом уже мы дойдем до деталей. Okay. The first thing is about recognizing and understanding where is the center of Ижевsk. Первое основное – это понять, разобраться, где же именно есть центр, ядро города Ижевска. It was one of our initial thoughts when we came here. It was very difficult to say where exactly is the core area of the city, and it came up in the sociological study as well. People aren't sure exactly where the center is. Мы сами сюда, когда впервые приехали, мы задавались этим вопросом, где же ядро, где же центр, и, как выяснили социологические исследования, люди сами не до конца понимают ответы на этот вопрос. Those of you that were here last time remember this slide. Because we made a suggestion that the center of the city, the real core of the city, is an area about approximately 2 blocks around the cathedral. И кто-то, может быть, помнит слайд с предыдущей нашей презентации. Мы тогда пришли с идеей о том, что, возможно, центром города является вот этот вот район, который на 2 квартала отходит, начинаясь от собора в самом центре. This includes most of the historic and cultural buildings, and also the central park space, the park spaces in the central area. Сюда входит в это наше ядро основные культурно-исторические постройки, в том числе парковые зоны. You can also see in grey the existing retail, the shops, where the current shops are, and entertainment facilities. Также серым вы здесь видите на картинке указаны существующие развлекательные учреждения и учреждения торговли. So the idea here, and the idea here behind this image, is that this core area of the city becomes an area of special focus that we look to develop and improve as a destination in its own right in the coming years. И поэтому наша основная концепция в том, чтобы вот эту вот зону, которая ядерная, чтобы мы на ней сосредоточили основное внимание и создали из нее такую точку, которая сама по себе бы привлекала людей в это место. Okay.
So first of all, how do people arrive at this new central zone? And our second proposal to you is that we introduce regulation of car parking. Второй важный момент – это то, как люди добираются до самой этой точки. И поэтому наше предложение заключается в определенном регулировке парковок. Now, the exact regulation is something for the people in Ижевск to understand and decide. But we propose that, generally speaking, it happens in two ways. Детали того, как это организовать, естественно, будут уже самими ижевчанами вырабатываться. Но мы хотим основной принцип вам показать, два метода. First of all, in the city centre, we provide some new modern car parks, either multi-storey car parks above ground or even below ground car parking. And this is where you pay money to park your car in a clean, safe and secure environment. Во-первых, в центре должны стоять парковки, многоярусные парковки, в том числе, возможно, над уровнем рельефа, возможно, даже подземные парковки. Здесь за парковочное место нужно платить, но за то, что ваша машина будет стоять в безопасности, охраняемой, в чистой обстановке. And then in the longer term, we look to help control the parking that happens on the street. We introduce actual parking bays so that cars and pedestrians are more controlled. The zones for pedestrians, the zones for cars are controlled, and the streets become more ordered. Уже в долгосрочной перспективе мы хотим как-то более разумно организовать именно что парковочные места на улице, то есть создать некие такие парковочные зоны, чтобы гораздо более четко были разделены. Вот общественное пространство, а вот место, где можно ставить машины. So what we're talking about, I mean, we've identified 3 sites around the central square where we are proposing new car parks. The one, let's see if this works. Yeah. These two are both underground car parks, and this one here is an above-ground multi-story car park. Итак, мы обнаружили 3 места на городской площади, на территории, где мы предложили бы сделать парковки. Первые 2 показаны – это парковки подземные, а третья – это вот такая многоярусная, стоящая над. Specifically, these car parks will provide direct access for people coming to the new facilities near the city square. И эти парковки, они смогут предоставить прямой доступ людям, которые будут приезжать на самые разные новые мероприятия, в новые учреждения посещать, которые появятся на площади. But also we are suggested in the long term that the central zone becomes an area where parking is much more closely monitored and controlled. В долгосрочной перспективе мы хотим, в принципе, центральную зону превратить в такую зону, где гораздо более внимательно люди относятся и внимательнее регулируют жестче парковку, правила парковки. And this is as much about pedestrian safety as it is to protect the damage that cars do to new pavements, new surfaces and the streets. Это важно как с точки зрения заботы о безопасности пешеходов, так и с точки зрения заботы о состоянии новых покрытий, мощения, всего такого. These are some of the calculations that we've done. Actually, we think there are somewhere in between 3,000 and 4,000 parking spaces that we could provide in car parks and on the streets in the central area. Вот наши первоначальные расчеты, и у нас получается, что от 3 до 4 тысяч новых парковочных мест можно было бы попробовать дать в центре города. Once the cars are a little bit more under control, the next project for the long term, number 3, is to improve the public realm, not just in the central square, but right across the city centre. Ну и когда уже более-менее приструнены в узде автомобилисты и машины, уже следующий шаг наш – это посмотреть, как можно улучшить общественное пространство само по себе, как на площади, так и в центре города в более широком масштабе. And what we're trying to achieve is a pedestrian-friendly environment, so that when people come to the city centre, it's a pleasure to walk around the streets. И мы, конечно, хотим сделать такое пространство, чтобы оно было приятным именно для пешеходов, чтобы было просто приятно пройтись по улице. A high-quality realm for the majority of the streets, and also we look at the spaces and the smaller areas in between the buildings, and we create better quality public spaces. Ну, очень высокое качество, значит, мощения на основных улицах. Естественно, нам очень важны в том числе такие закоулки, такие вот закутки, которые образуются тоже на улицах, чтобы тоже внимательно к ним относиться. So there is the city at the moment, and what it looks like. Вот то, как выглядит город сейчас. And what we're talking about in the future
is a connected, a public realm network right for this core area of pleasant streets, pleasant spaces and pleasant spaces to spend time. А то, что мы в будущем хотим добиться, это такую некую новую сеть, связывающую общественное пространство, новые красивые улочки, бульвары и так далее. Зеленые зоны в том числе. And actually, in some ways, the central square, what we do at the central square, is the first step of this. And I'd like to think that, you know, if we get a good quality landscape in the central square, it kind of bursts out and projects across the rest of the core area of the city centre. И вот с этой целью мы делаем первый шаг, как раз вот преобразовывая саму эту площадь. Мы считаем, что если на площади добиться вот этого качественного ландшафта, то это само оно будет разливаться дальше по самому центру города. Okay. So going to talk about the master plan. One of the key things that was identified was there's not much reason for people to go to the central square. There's not a lot to do there. In fact, we want to improve the reasons that people come to the centre of Ижевск generally. И говоря уже о генплане, обнаружился главный вопрос состоит в том, что по большому счету людям приходить на городскую площадь незачем. То есть нужны какие-нибудь точки, чем заниматься, ради чего приходить. So we are proposing some new attractions that would be partly funded by local government, city council, and partly funded by private investment. И поэтому мы хотим создать новые объекты притяжения, которые будут частично финансироваться государственными деньгами, а частично через частные вложения. This is the first one. It's an IMAX cinema. И это первый такой объект, это кинотеатр IMAX. You know, we suggest IMAX. In 10 years ago, there was one IMAX in London, and you could go there to see specialist movies like underwater films or films about planets and asteroids, this kind of thing. Так, например, всего лишь 10 лет назад в Лондоне кинотеатр такого формата, такого типа, как IMAX, он существовал всего один, и то показывал очень такие специализированные фильмы, там, скажем, про подводную жизнь, что-нибудь такое, то есть очень специальный. Now there are approximately 12 or 15 IMAXs across the UK. They are coming right across Europe and into Russia. They're talking about IMAXs in Moscow, in St. Petersburg and other major cities. И сейчас по всей Британии примерно 12-15 таких вот IMAXов они завоевывают, в том числе и Европу, и потихонечку приходят в Россию. Есть разговор о том, чтобы такие IMAXы делать и в Москве, например. And the reason is people have realized it's not just for specialist films. You go and see the major blockbusters there. For example, I mean, you could not, to go and see Gravity or The Hobbit recently in London, the tickets for the IMAX were completely sold out. Everybody wanted to go and see Gravity at the IMAX. И люди начинают понимать также, что не только специальные какие-то фильмы для эстетов в IMAX должны показываться, а даже самые блокбастеры, то есть фильм «Гравитация», фильм «Хоббита», они буквально раскупились в Лондоне. Именно на IMAX-овских кинотеатрах люди хотели смотреть. Okay. Another suggestion, which has come partly out of the sociological studies, there's not much to do for children and teenagers. We are suggesting a science and a space museum. Еще одно предложение, которое исходит из социологических исследований, где выяснилось, что детям-то особо тоже не зачем приходить, это вот такой музей научный. The view is so important here, and we think, wouldn't it be incredible to do something even better with the view? And this is a project that's being built right now in Brighton. It's an observation tower. Естественно, здесь очень большой плюс — это виды, и мы подумали, вот было бы обалденно как-то в том числе и виды сами еще более улучшить. И вот сейчас в Брайтоне строится вот такая вот обзорная башня. This is a landmark structure where you can see not just you can see for miles and miles and miles around. Естественно, очень такой примечательный объект, и с него видно на многие-многие километры вокруг. And people would come from miles around to come and have a go in this and look at the view. И люди издалека, с этих вот километров вокруг, они как раз будут приходить и смотреть с обзорной башни на окружающее. This is another attraction. This is a vernacular railway. Actually, this is the one that's just been that was finished recently in Paris, Montmartre. It takes people up the hill to Sacré-Cœur. Вот тоже очень такой новый объект притяжения. Это рельсовый фуникулер. Сейчас он в Париже построился, и люди просто... Он дает возможность людям на такой вагонетке вот вверх по склону. Okay, and the last attraction that we're going to be proposing, because we think this is a very strong possibility to happen in Ижевск, is an aquarium. Ну и последнее предложение такого типа, которое у нас для Ижевска, это, мне кажется, что это вполне возможно в Ижевске сделать, это вот такой океанариум. Our economic specialists have said that not only is this a viable business proposition for Ижевск, there are operators who could come and run it here as well.
Наши специалисты-экономисты, они заявляют, во-первых, что это, в принципе, такое вполне возможное предложение бизнесовое для Ижевска, но также, что здесь есть и те специалисты, которые способны обеспечивать эксплуатацию подобного объекта. So around, and we've placed these, I'll go through the master plan in a minute, but we've basically placed all of these objects around the master plan so that these are all attractions around the central square for people to come and visit. Я дальше чуть-чуть перейду к геймплану, и тут видно, что мы, в общем, по всему геймплану, по всей площади расположили вот такие точки притяжения, то есть везде можно найти что-то очень интересное, зачем можно приехать в центр города. Okay, so I'm going to look at the overall master plan and what the future might be for the central area. Теперь я посмотрю на общий план и на то, какое возможно вообще будущее для вот этой центральной зоны. These are some that last time we talked about shopping, and one of the issues in Ижевск is that why don't these brands come to Ижевск? You have to go to Perm, you have to go to Kazan to shop with these brand names. А также в прошлый раз мы говорили в том числе о шопинге и задавались мы вопросом, а почему же в Ижевск не хотят приезжать вот эти бренды, вот эти марки? За ними нужно ехать как раз в Пермь, в Казань и так далее. В чем же дело? And one of the issues is like things like the Zum. The Zum is just not a very good retail environment. And why can't we create a new modern shopping environment like we do elsewhere in Russia? И один из ответов на этот вопрос, естественно, сам ЦУМ, потому что туда, в такой торговый центр не очень-то захотят приехать марки, и наш вопрос, можно ли создать новые, более эффективные, красивые коммерческие торговые зоны. And we discussed the fact that a good shopping environment is good for the social life for a town, because it is where families and friends go to meet and interact at the weekends or in the evenings. А как обнаруживается, хорошая среда коммерческая вот для покупок, она также автоматически улучшает социальную среду в городе. То есть это то, когда люди идут за покупками, соответственно, не общаются очень много с семьей, не могут ходить с друзьями и так далее. Okay. Other commercial opportunities that we have also identified for the central area are new offices, restaurants and cafes, new living accommodation in the city centre, very high-class living, and shops. А также новые коммерческие предложения, которые мы обнаружили, что можно здесь сделать, это, естественно, кафе-рестораны, это офисы, это новые жилые массивы, новые красивые квартиры, ну и, естественно, магазины. Okay. We talked about connecting the retail opportunities so that there'd be a continuous loop of retail around the center. Также мы хотели, чтобы вот магазины, они образовывали некую уже такую общий круг, чтобы они объединились в некую общую такую петлю торговую. Okay, so I'm going to now show, you've seen some of the images for the master plan. I'm going to talk you through what the different building objects are and where they are placed. А также я вам сейчас покажу уже сами ряд картин с генплана, я вам покажу, какие именно строения чего обозначают, зачем они поставлены, что это. Okay. First of all, you'll see several objects in the master plan image here, which we've kind of been given. They are already planned by other people when we started the process. They're in the process of being, they have permission, and they are in the process of being constructed. So we have to deal with the reality of these and try and absorb them into our plan. Во-первых, здесь вот будет показан ряд тех построек, которые нам уже заданы изначально, то есть они уже утверждены, люди уже по поводу их договорились, несмотря на то, что их нет, мы должны понимать, что вот они будут построены, нужно их как-то включать. They include the Colosseum project, which is residential, and the Bashny Towers, which are both residential projects. The bakery, which is going to be converted into a museum. Some of the shopping centres and offices over here on Karl Marx Street. And also the circle is slightly wrong, the new KFC building being built at the moment. То есть видно, что есть некий проект Колизея, жилые башни будут построены, хлебозавод будет преобразован в музей. Вы видите также, что новый KFC будет, это, ну, вот, курица, да, вот это вот. Также... I'm sorry, I may not remember everything. Okay, so where do you get the Colosseum and the Bashny Towers are residential. The bakery is a museum. Yes. Yeah, part of the museum. You've got the Fashion Center and the Aspect Plaza, which are shopping and offices. Да, также центр моды и Аспект Плаза, которые будут торговыми зонами и зонами офисными в том числе. I think you mentioned the KFC. Yes. Yeah, and down here, lastly, is the new police. It's sketch proposals for the new police headquarters. Да, ну и вот последнее внизу, вот это вот здание МВД тоже, оно такое в зачаточном состоянии здесь изображено. Our new proposals start here. First of all, the new Science Museum, which is a kind of monumental sculptural building on the Civic Square.
on the facing the government building. А дальше начинается наше предложение. То есть первое — это как раз вот такой музей науки, такое вот монументальное очень, видите, такое характерное здание, очень выделяющееся. Okay, adjacent to that, we've put a sort of street retail buildings with a low building with retail and offices above. The idea is that you've got shops, cafes, restaurants which face onto the square directly to create life and activity on that part of the square. Ну и дальше целый ряд у нас здесь построек торговых и коммерческих, которые имеют, по крайней мере, на первых этажах вот эти вот открытые галереи, которые выходят прямо на площадь, объединяя таким образом эти два пространства. In the future, we'd like to see the residential towers being reconstructed, bought and redeveloped, and the potential to become elite-class apartments in the city centre. В будущем, конечно, мы бы хотели видеть, что вот эти 4 башни, что они тоже переделаны и реконструированы, сделаны, приведены в божеский вид, и становятся они таким образом очень дорогими, красивыми, желанными квартирами. Okay, the cinema is extended and refurbished. Potentially, that's where you could put a new IMAX, and that would develop and make a better cinema complex. Расширить, обновить можно кинотеатр. Потенциально именно здесь можно строить вот этот аймаксовский кинотеатр. There's the observation tower on the brow of the hill, so the view is now not just of the lake, but of the whole city in every direction. Также можно построить вот эти вот спуски и красивые возможности с башни посмотреть не только вниз на площадь, но и вообще посмотреть в любом направлении город. That is our idea of Zum redeveloped in the future with a new modern shopping complex, and the street around the cinema is covered over to create a covered shopping mall through to the square. Примерно так мы себе представляем, возможно, новый вид ЦУМа, что он переделан в очень такую красивую новую коммерческую зону. И вот эта улица, которая прилегает к кинотеатру, мы ее видим крытой, такой аркадкой. This is an idea that in the future, the park-in might need to extend. They have land at the front, which isn't used very well. I mean, actually, we couldn't get a room in the park-in this week. We had to stay in another hotel. So obviously, they become full frequently. Также нужно понимать, что парк-ин гостиница, она должна будет рано или поздно расширяться. Во-первых, у нее есть пространство для расширения, которое сейчас не задействуется, да и на этой неделе нам так и не удалось в ней номер получить. Так что видно, что ребята уже трескаются по швам, им надо расширяться. Okay, we'd like to see that the music theatre is refurbished inside and a new lighting scheme for the outside of the building. Видно, что будет новая внутренняя отделка и в театре оперы и балета, и что он будет по-новому подсвечиваться со внешней стороны. And lastly, we have the idea that the Garden of Honour could be relocated into a new Garden of Honour in the square, and this land could be redeveloped for one of a multi-story car park and a new office building connected to local government. Также мы посчитали, что парк почета можно переместить в другое более удачное место на площади, а на месте прежнего парка почета можно построить очень удачную вот такую парковку многоярусную. Okay. The peripheral sites, which we've indicated, are a kind of idea for the future. Периферийные участки, которые мы здесь показали, они представляют собой задел на будущее. Really, what we are suggesting is that there is some regulation to future development around the city, which creates kind of courtyard blocks of about 5 or 4 or 6 stories high. И мы считаем, что в будущем, возможно, получается по законодательству в том числе, что, может быть, будут создаваться такие небольшие микрорайончики, которые состоят из 5-6 таких домов, которые будут со внутренним двориком на этом месте. These are flexible and could be the uses would be respond to market conditions. At the moment, certainly residential blocks would be very appropriate. Это гибкие такие будут очень объекты, которые будут условиям рынка соответствовать, и мы считаем, что именно жилыми их сделать будет вполне здесь уместно. But the main point is that a framework is set up for how the city centre buildings develop. Но основное, конечно, здесь именно создать вот такую новую дорожную карту того, как именно будут развиваться городской центр. And that's about the character of the city. То есть здесь вопрос о характере самого города. So there's our proposed building heights. You can see it's mostly kind of 4, 5, and 6 stories in the central area, and then around the square there are some higher points. Это высотный план, как вы видите, что по большому счету по центру тут 4, 5, 6-этажные, а окружают площадь более высотные здания.
There's a building uses. I won't go through that in detail, but that's all the different building uses. So it's a mixed-use city center. Это самые разные функции зданий. Естественно, получается, что многофункциональный у нас центр города. And there's the overall master plan. А вот общий мастер-план. Okay. We're going to talk now. I'm going to focus on the square itself and the proposals for what starts this ball rolling. Теперь я поговорю побольше именно о самой площади, о 4 новых пространствах, которые мы задумали, о том, с чего вообще будет все дело начинаться. I think really our approach to the square was to look at the existing character, which was about 4 spaces. Наш подход к площади он основывается на том, что и так уже есть, и мы усматриваем 4 основные площадки на площади. You have the main square, which is the kind of civic square used for official ceremonies and official events. Во-первых, основная площадь такая, можно сказать, гражданская, административная, которая нужна для официальных самых праздников, церемоний. Then you have an area which is surrounded by cinemas and bars already. Затем такая другая зона, которая уже окружена самыми разными кинотеатрами, там барами и так далее. And actually, in between the two, it's a kind of transitional zone where you walk from one space to the other. А между ними такой образуется скорее транзит и ничего больше, то есть просто его проходишь между этими двумя зонами. Similarly, the steep slope down to the monument is a sort of transitional zone between the entertainment square and the monument. You move through that space. Точно так же, как и спуск к памятнику дружбы народов, он тоже представляет собой транзит. Ты просто по нему проходишь от площади вниз к памятнику. Okay. So our proposal for the new square really is about these four different spaces with 4 different characters. Поэтому наше предложение сказочной площади как раз основывается на принципе вот этих 4 разных площадок с разным характером. Okay, there they are. Вот они сами. And we've called them 4 names. So we have the civic square, we've called it the social zone, the festival square, and the terrasse. И вот мы придумали такие свои имена таким площадкам, то есть это городская площадка, общественная зона, фестивальная площадь и зеленые террасы. Okay, the size of the spaces was very important to us, and we wanted to compare the new spaces with the existing situation. Очень важный вопрос здесь, конечно, это масштаб, открытость, размер самих этих площадок, и мы хотели сравнить по открытости то, что уже есть, с тем, что будет. One of the things that you can see with the existing situation is that there are big white holes in the middle where the space can't be used. That's where the old water pools were. It's just dead space in the middle. То, что вы видите из того, что уже есть, вы видите, что в центре очень много таких белых зон, которые вообще ни для чего не используются, такие дыры, которых раньше там были вот эти водоемы. То есть сейчас это вообще ничего. So the first thing is if you take those empty pools out, suddenly you increase the usable area of the space enormously. Поэтому если, во-первых, просто вынуть вот эти самые пустые бассейны, то неожиданно сразу очень сильно, качественно больше становится задействуемого пространства. We also wanted to make sure we could cater for all the events that the city put on. Actually, in this zone here, that square that you can see slightly darker purple is the area that 30,000 people take up watching a concert. Также мы задались вопросом, насколько возможно организовать приезд, например, продовольствия, привоз на такие большие мероприятия. И вот видите, что справа вот это вот более темным фиолетовым указана вот эта площадь, где собираются люди, она же вмещает около 30 тысяч человек. So actually, overall, we found that the new spaces that we proposed, we were actually a little surprised have got bigger. И поэтому мы сами с удивлением обнаружили, что вот эти новые, благодаря новым пространствам, которые в нашем плане образуются, что само это место становится еще больше. The other thing we wanted to make sure that is correct is how people move around the space. Также нам было очень важно утрясти вопрос, как именно люди передвигаются внутри вот этого пространства. So at the moment, if people move from the civic square to the entertainment area, you have 2 passageways which are 18.5 meters wide. А сейчас, на данный момент, если люди переходят с вот этой городской площадки на фестивальную развлекательную площадку, то они проходят эти два перепада высоты. Actually, if you take out those pools of the empty pools of water, and our space is that you have the whole space. Our proposal is going to look at using the whole space, which is 70 meters wide. И если убрать вот эти пустые бассейны, то образуется такое объединенное пространство, которое шириной метров 70.
Similarly, around the entertainment square, because of the fountain and the pool in the middle, you have two zones that people can move through of 19 and 34 meters. I'll show you in a minute, we are also proposing a fountain, but we've been careful to make sure that the overall passageways results in a larger area. То есть, опять же, и дальше тоже видно, что и ввиду вот этих пустых в центре стоящих бассейнов люди должны разделиться на две такие узкие полоски проходимости. И при том, что в нашем новом плане тоже фонтан он предусмотрен, мы все равно будем пытаться делать так, чтобы вот это вот большое пространство, широкое, чтобы было возможно большому количеству людей пройти. Also, the bridge has a big planted area in the center of it, which means there's two strips either side of 8.5 meters. Well, if we reconfigure and we redesign the bridge, we can have a single walkway, which is better for allowing people to move across it. Мост тоже у него в центре есть вот эта вот такая огороженная зона, которая разделяет на мелкие полоски. И с новым устройством моста возможно это сделать все-таки таким единым монолитным пространством, где может ходить больше людей. And lastly, at the moment, there are two 5-meter wide staircases going down to the monument. We will be proposing two wider staircases, each 7.5 meters, plus a slow leisurely route, which is 3 meters wide. So we're increasing the amount of pathways and routes down to the monument too. Также, наконец, к непосредственно памятнику тоже сходят такие две лестницы по 5 метров шириной каждая. Мы будем предусматривать тоже две лестницы, но пошире, и в том числе такой ветвящийся сход вниз для такого прогулочного схождения, который тоже будет 3 метра в ширину. We know the views are very important. We wanted to do a really understand what can you actually see from different parts of the square. This is from the top end, and this is from sort of in the middle. And actually, you can see that the view of the monument is actually quite small, and the lake is quite restricted. Certainly, there's a feeling of the space, but the actual thing that you can see is like that. Еще, естественно, очень важны это открывающиеся виды, то есть вот здесь мы видим, какие виды открываются с самого верха и с середины площади, и видно, что вот сверху, безусловно, пространство, вид как бы обозначивается, но при этом, собственно, это видно немного из памятника и из пруда. Actually, the real view of the pond is when you get to the bridge and you stand on the bridge and suddenly, wow, there's the incredible view. Or you go down to the monument and the view really opens up. И настоящий-то вот вид на пруд, он как раз открывается либо на мосту, когда ты вот вдруг на него заходишь, и опа, он перед тобой открылся. И если ты спускаешься к самому памятнику, естественно, что перед тобой открывается очень обширно пруд. There's the level change that we want to accommodate. Certainly one of our ambitions, there's a graphic, you can see the difference in height. Our ambition is that you could go from one end of the square to the monuments in a wheelchair or with a baby in a pushchair and not have to use stairs, not have to use any kind of lift or anything like that. А теперь, если речь повести вот о высотах, да, возможном перемене высотного рельефа, конечно, наше такое амбициозное желание, чтобы было однажды возможно человеку, например, в инвалидной коляске или матери с ребенком в коляске, чтобы было возможно пойти с самой высокой точки площади до самого пруда и ни разу, собственно, по лестнице это вот не прокатиться. Okay, I'm going to take you for a little walk now then along that route, and we'll go from the top end of the square, our vision and our idea, down to the monument. And it starts off with the space at the civic square at the top end of the square. Теперь мы с вами совершим такую прогулку. Мы с самого верха пойдем вниз, потому как мы именно хотим это устроить. Вот мы начинаем с городской площадки с самого верха. Okay. First of all, in the center of the civic square is the Tchaikovsky monument. Во-первых, в центре общественной площадки, городской площадки, будет как раз памятник Чайковскому. We propose a series of kind of spaces where you could put plinths or even just flower beds. But over time, these are developed and they could become statues. So, for example, Tchaikovsky first, but also Kalashnikov and maybe other figures from Ижевsk history, sportsmen or other heroes of the city. Вы здесь видите, что мы здесь представили ряд таких возможных, таких небольших стел или, может быть, просто грядочек, но они каждый потенциально, возможно, могут превратиться и в памятник, возможно, там Чайковского, может быть, Калашникову или еще кому-нибудь. We propose a new garden of honor, which would be subject to its own new design idea, that's something which is contemporary and modern and appeals to the people of Ижевsk today.
Также мы предлагаем новую концепцию и новое место вот нового парка почета, который будет осовременен и будет больше соответствовать чаяниям современного человека. In the center of the square is a new fountain display, and we have the idea of of fountains which are embedded into the ground and create a spectacle of daytime and nighttime. Вот в этой зоне будет у нас разлагаться новая фонтанная инсталляция, и мы хотим сделать фонтаны, которые зарыты в землю, и они будут давать такие спектакли из воды, и день и ночь такие разные композиции выстраивать. And actually, in the winter time, this is the area which becomes the public ice rink. А зимой поверх можно как раз разливать вот этот общественный каток. At the other end of the square is a stage area which can be used for events and concerts. А в другом конце этой площадки будет расположена сцена, которую можно задействовать для проведения мероприятий и концертов. And next to the stage, we saw this idea this is in Chicago, Millennium Park, where there is a canopy, which means in bad weather, when it's raining or snowing or windy, you can cover the area where people sit and create a protected area for concerts. Также есть существует такая задумка, например, в Чикаго такое делается, что, видите, здесь есть такой купол, который раздельный, он может в непогоду укрывать людей на таких мероприятиях просто от дождя, например. And this is also the area where you have markets and other events. It's like a multifunctional event space. Также это будет площадка, где могут проходить ярмарки, например, это подобные мероприятия, то есть такое многофункциональное пространство. And then finally, the paving continues across the streets, and at either end you have a kind of to make it one space that is unified. And at the where the Pushkinskaya comes in, you have decelerators, so the traffic slows down. It goes over rumble strips, we call them. Да, и также, то есть, получается, здесь будет единое мощение, как тротуара, так и улицы, да, то есть видите, что это получается такое одно пространство, площадь объединяется с зданием правительства, но там, где входит Пушкинская, там будут специальные такие замедлители, построенные, ну, как-то разбитые из гравия, да, такие вот, которые замедляют скорость машин. Okay, this was just some sections, which are just to see what it looks like. We're at the Garden of Honor in the main square. Ну вот просто тоже так, как именно будет выглядеть эскизное это пространство. This is these are just artists' sketch impressions and ideas, really, just to give a flavor of the atmosphere or the character. This is the new Garden of Honor. Это просто вот такие, как бы, такой художественный экзерсис того, на что по атмосфере это может все походить. Вот вид нового парка почета. And then this is the view next to the Tchaikovsky monument, looking towards the lake. You can see the monuments and the pond in the background. А вот как это будет выглядеть, вот исходя от памятника Чайковскому, как бы на саму площадь, да, то есть видно сам памятник дружбе народов, то как это может, на что будет походить. The canopy going over, and you have the fountains in the foreground. И сверху вот это вот крытое, да, и видите, что вы фонтаны внизу, тут бьющиеся из-под земли. Okay, the next zone along is what we call the social zone. А следующая зона — это то, что мы называем общественной зоной. Okay, so basically, either side of the square is a tree-lined walkway. По обеим сторонам видно, что здесь обозначенные рядами деревьев такие специальные пешеходные дорожки. Those that were here last time, we were talking about the idea of an urban forest, a sort of treed area in the city. В прошлый раз мы обсуждали также идею такого разбиения некого городского лесопарка, такой зеленой зоны в самом центре. And the idea is that in the middle of the forest are glades, not where pixies go or fairies play, but where people can come and use spaces. Is glade something like a clearing or an opening for us. То есть, а в центре будут такие специальные, ну, как бы лужайки, полянки, не такие, где мифологические британские эльфики всякие тусуются, а где просто могут люди приходить и садиться на траву и там заниматься чем угодно. So what you have is one continuous surface with no steps from this end to here, so that is one continuous walkway. Как видите, здесь это пешеходная дорожка, она по высоте совершенно одна, в ней нет каких-нибудь там спусков, нет лестниц. And then each of the glades is a flat area with just 3 or 4 steps around it. А каждая вот эта вот лужайка такая, она образуется, это пустое плоское пространство, а около него таких 3-4 таких рельефных образования. So you can either walk along the forest walkways or make your way across the space in the glades.
И можно либо идти по едино высотному вот этим вот пешеходным дорожкам, либо так скакать сверху вниз по вот таким вот лужайкам разноуровневым, которые в центре. And so inside the glades are basically sort of sheltered seating areas. That's their primary function. По большому счету, вот эти лужайки, они собой представляют места, где можно просто посидеть, они такие огороженные немножко. And also, but we are looking at the idea of themed learning centres for school children, which celebrate Ижевsk industry, nature, culture, music and play. And school children could visit these little permanent exhibitions. Также мы считаем, что здесь можно разбивать такие вот тематические учебные центры для детей, то есть что-то такое, такие галереи, где можно показывать природу, культуру и так далее. These are they're little spaces here for community events like singing and small concerts. Также здесь будут небольшие, в том числе для проведения мероприятий, предусмотрены места. Also, there are children's play zones, and we want new children's playgrounds in this area. Ну и детские игровые площадки тоже здесь могут найти место. And places for public art and sculpture is organized and placed around the kind of urban forest area. Также вот это вот общественное искусство, общественные монументы, в том числе, вот им здесь может найтись место, что они будут здесь очень смотреться правильно. There are maybe permanent games, шахматы, пинг-понг, this kind of thing. Также шахматы и пинг-понг, то есть вот такие игры на свежем воздухе тоже могут тут проходить. Okay, that's the section looking back through. You can see the little changes in level and the space. Это вот, да, тоже эскизный разрез, то есть видно, что немножко поменялся уровень высотности. And that's, again, an artist's impression of the view inside the social zone. I think you can see a singing group in the background. Также вот опять же художественное прочтение того, как это в центре вот этой площадки может все выглядеть. На заднем плане видно, тут певчие тоже есть. Okay, then there's the walking, carry on our walk down to the monuments. The next space is the festival square. Мы продолжаем спускаться к монументу, и следующая площадка фестивальная. I mean, the festival square we say as a very lively entertainment space, a very new space in Ижевsk, which is a real destination for nightlife and for entertainment. Эту площадку мы видим как площадку именно для большой активности народа, все время оживленную, в том числе это будет центр ночной жизни города Ижевска. The existing cultural Ministry of Culture is, or the cinema, is relit and the facade animated with new colors and new lights. И существующие постройки, они будут по-новому освещены, будет новый вид фасадов с помощью таких световых инсталляций. And also the existing cinema, we look at what we could light. We light the facade of this building and make it much more exciting and attractive. Также существующий кинотеатр можно не только подсветить, но и, в принципе, преобразовать фасад его в более такое совершенно красивое нового типа здания. You recall that we suggested that the whole of this square is built on 2 or 3 levels of car parking underground, and they would have access which directly into the square through little lifts down into the car park. Также, может быть, помните, мы как-то предлагали, что эта площадь, она будет верхним уровнем, а под ней будут 2 или 3 этажа нижней парковки, и, возможно, даже с прямым доступом на саму эту площадку через такой специальный лифт. So people would drive, don't forget, Karl Marx Street is on the lower level, улица Карла Маркса. You drive in off Karl Marx onto the low level, park your car, and then come up directly into the new entertainment and shopping area. То есть можно, например, с улицы Карла Маркса, которая ниже чисто рельефно, подъехать на нижний уровень под этой площадью, там припарковаться и напрямую на эту площадь подняться. There is a space here for a regular sequence of performance and entertainment. Также здесь будут специальные площадки для регулярных представлений, для мероприятий. Seating areas, little platforms, which also could become little stages. Вот такие небольшие платформы для сидения, которые тоже преобразуются в сцену, если что. A new fountain display in the center of the square, which is key to the activity in this space. Также в центре новая фонтанная экспозиция, которая является ключевой для создания пространства. And spaces for markets and events. Также место для проведения мероприятий и досуга. I mean, I like to think this is the kind of space where you could have a huge party in the summer. I can imagine, 5,000 people in this space having a great summer nighttime party. Здесь летом можно, например, такую очень шикарную ночную вечеринку устроить, которая там 5,000 человек может. And it's a real beacon in the city with kind of laser lights, this kind of thing. Также это может быть таким неким новым маяком, который манит в центр города с вот такими лазерными дисплеями, которые установлены.
And we've also been looking at how to deal with the edge of the square and help protect it from wind. We came across, we like this idea. This is called media mesh. It's very common in use in the Far East. Также, естественно, возникает вопрос, что делать с краем площади, как его защитить саму площадь от ветра. И вот это вот здесь очень популярное новое решение, media mesh добавляется сюда. Basically, it's a steel mesh with light fiber optics in it. You can display moving images. They clad whole buildings with it in Korea, in Japan, places like that. And actually, from certain views, it's totally transparent. Это такое особое пространство, двигающееся, на которое можно накладывать в том числе картинки какие-нибудь, там рекламные или еще какие-нибудь красивые картинки, а с другой стороны это пространство прозрачное. So you can keep the view of the pond from the square and also provide a windbreak and something kind of animated and interesting. То есть можно вид сохранить на пруд, но при этом с другой стороны предоставить возможность для каких-нибудь бытовых красивых изображений. And then the bridge is reconstructed as a real landmark for redevelopment over Ulica Kalamaksa. Также мост над Карла Маркса, он, безусловно, будет реконструирован и будет новым знаковым примечательным объектом города. Okay, we've just done a section through the square, looking north back up towards the urban forest and the Republic. Это взгляд на север, вот через вот здание. I think you want to see this is the view of the square at night with activity going on, cafes, different things, and the fountains. Вот то, как это может выглядеть ночью площадка с разными мероприятиями, вот фонтаны, концерты и так далее. And this is the view daytime, looking towards the pond. You've got and with the wall and entertainment activity, entertainers, and you can see the observation tower. А это днем видно на пруд, видно вот стенку и самые разнообразные тоже мероприятия. Okay, then lastly, the area we've called the terraces, which is the route down to the monument. Ну и следующая, последняя зона, это то, что мы назвали террасами, то есть то, что спускается к памятнику. Okay, so we've placed the observation tower, as we said, at the top. So you cross the bridge, there's the observation tower, and it's at the top of the hill, you get a view in every direction. Как видите, мы на вершине холма поставили смотровую башню, то есть вот вы приходите по мосту, и сразу вы ее видите, и можно с нее обозревать пространство. Of course, you've also got the view from the end of the bridge down the terraces over towards the pond. Конечно, и с другого конца моста тоже есть, открывается вид вниз на пруд, на сам, через террасы. Basically, you've got either side of what we call the terraces, you have two wide staircases which provide a fast route up and down to the monument. Также видно, что вот по бокам есть две такие лестницы более крутые, которые дают возможность быстро дойти до пруда или подняться. And then in between, we've created a slow, leisurely route for those who have time. And the idea is you walk along in between a series of gardens. А также мы сделали такой медленный досуговый маршрут для тех, кто просто хочет прогуляться так не спеша дойти. Он такой извилистый, то есть он является таким пандусом по сути. And because the length of the route is very long and very winding, actually they're not ramps, they're not with breaks. The gradient is much shallower than 1 in 20. So it's just like a walkway with a very, very gentle slope. И поскольку это, получается, видите, очень такой извилистый, длинный, по идее, путь, то мы имеем возможность его сделать совершенно не крутым. То есть это даже не как пандус для инвалидов, не 1 к 20, а такой, кажется, тропинкой, которая практически очень медленно снижается по рельефу. And we had the idea that the route would take you down through a series of gardens. And we always loved this image, the idea of a field of flowers in the middle of the city. So that each of these gardens would have different flowers in, and you'd walk through a flower garden. Также нам очень нравится идея того, что вот буквально в самом центре существуют такие поля, заросшие цветами, и каждый вот из этих вот садов, которые видны по пути, они будут таким особым видом оформлены, как цветочные поля. The other thing, those who were here last time we talked about the idea of biomes and actually putting buildings in the ground as you go down the slope here.
А также кто-нибудь, может быть, помнит, в прошлый раз мы обсуждали идею специальных специальных мероприятий, учреждений, которые в сами эти холмы вклиниваются, то есть они под землей, они в террасы включены. And we still think this is a good and interesting idea that you use the fall of the ground, the slope, and put some restaurants and cafes down the slope as you walk down, and the cafes would have great views out over the pond. И мы до сих пор считаем, что это очень хорошая идея задействовать вот это вот того, что рельеф идет вниз, и попытаться включить вот внизу какие-нибудь в рельеф учреждения, будет открываться очень красивый вид снизу. And the location at the bottom near the monument is where we think would be a great place for the aquarium as a real draw for people to come down to this part of the site. А также мы считаем, что вот это вот место, которое идет в самом низу, будет очень красивым, хорошим, удачным местом для океанариума, который будет привлекать тоже много людей. I'll show you how that's integrated in a second. Скоро вам покажу, как именно это все поработает вместе. Basically, this journey leads you down to the monument and the big space there at the monument. Ну и по большому счету вот это путешествие, которое нас ведет к открытому пространству уже у памятника. And then there's the vernacular railway, which we've put here, which is one option for the routes to take you back up to the festival square. А вот этот рельсовый фуникулер, который здесь стоит, который предоставляет одну из возможностей, как вернуться обратно на фестивальную площадь. So this is the view of the terraces from the top looking down, and you can see the pathway winding down between fields of flowers. И вот тот самый вид сверху террасы вниз, то, как это будет выглядеть, и что видно, вот эту самую извилистую тропинку, которая пересекает поля цветочные. And if we put some of the building or the facilities in the ground, it would simply mean that the ground would have the fields of flowers would be roofs of buildings that would be embedded in the ground. It wouldn't change that much. И если в сам рельеф, в сами террасы встроить здание, то это всего лишь будет значить, что вот эти вот террасы, эти поля, они просто будут крышами этих зданий, и сам вид не меняется. That's the kind of view from the water looking back up. Вот вид с воды обратно наверх. So the idea is, you see, you have the fronts of buildings embedded into the glass, with glass in the front of the pathway as it comes down. То есть, видите, здесь вот мы видим фронтальные виды именно зданий, которые включены в рельеф с помощью стекла, в том числе вот они здесь. That was a sketch we did just to look at the idea of how that might work looking back up the site. Это вот мы эскиз когда-то делали, вот того, как именно это может выглядеть в такой концептуальной стадии. And then there was the overall proposal. А это и, в общем, общее наше предложение, общий вид предложения. Okay, thank you. I'm now gonna the last. That's quite long. Thank you very much for your attention. Спасибо, говорил я долго. Большое вам спасибо за ваше внимание. We've almost finished, and then you can tell us how much you love it, how much you hate it. You can tell us whatever you like. Почти мы закончили, и вот уже скоро будет возможность вам сказать, нравится вам или не нравится. Да, мы думаем, есть ли у нас время еще на освещение. Окей. Дорогие друзья, на мой взгляд, это феноменальный, потрясающий труд, расширяющий сознание. Давайте поаплодируем, пожалуйста, Саймону. Мы все только что сейчас стали свидетелями огромной работе, которую проделала для нас компания PRP Architect. И самое главное то, что у нас сейчас есть финальный шанс повлиять на будущий облик Центральной площади города Ижевска. Сейчас мы можем задать Саймону какие-то вопросы и высказать свои пожелания. То есть наши коллеги приехали сюда для того, чтобы получить обратную связь. И сейчас у нас есть минут 15-20 для того, чтобы высказать свои пожелания и задать вопросы. И я сразу же передаю слово главному архитектору города Ижевска. Спасибо. Я не выступал на предыдущих презентациях. Для меня там было все понятно. Цель предыдущей презентации была это пиар данной работы и
социологической составляющей данной работы, понять, что хотят определенное сообщество города от этого проекта, от этой концепции по данному пространству. Сейчас я выскажу свое мнение и определю некоторые критерии для завтрашней дискуссии с Саймоном, потому что у нас запланировано примерно 6-8 часов для дискуссий, которая определит финишные направления работы PRP по данному работе, потому что это предварительная концепция, и в следующей презентации они уже должны провести окончательную работу. Первое. Это градостроительная для меня составляющая. Что мы имеем? Мы имеем пространство пруда, это 27 квадратных километров. Это рельеф местности, перепад 70 метров, мы это все знаем. Это историческое наследство, которое мы получили. Это мощнейшая градостроительная ось, соединяющая набережную и холм. И вот эта градостроительная составляющая, она должна остаться. Она должна остаться визуальная ось данного пространства. Это для меня критично, и, в принципе, Саймон нас в прошлый раз об этом услышал. Второе. Архитектурная составляющая, потому что есть определенные уже решения, которые город реализует. Это объекты по предыдущим проектам планировки данной территории. Это наше понимание, что должны быть архитектурные акценты по данной линии в части вот где-то вот в районе улицы Карла Маркса. Есть здание Колизея, которое сейчас проектируется. В дальнейшем это вот те решения, которые сейчас Саймон закладывает, это увеличение плотности застройки, коэффициент застройки площади где-то на 20%. Мы немножко отходим от огромных советских пространств, где-то процентов на 15-20 уплотняем площадь за счет тех архитектурных объемов, которые не все однозначно бесспорные, которые Саймон рекомендует. Дальше. Функциональное зонирование этой территории. 4 зоны, это тепло, это для меня понятно. Это для меня мы уходим от монотонности всей этой территории. Это городская площадь, это общественное пространство, фестивальная площадь и террасирование, террасы. Каждая из этих зон имеет общий огромный потенциал по насыщению ее десятками, сотнями объектами искусства и лимит, да? Объектами искусства и в принципе, просто хорошего ландшафтного дизайна. Естественно, вопросы пешеходного, автомобильного трафика. Вот на этой территории это решается очень интересно и очень возможности очень большие, потому что огромная по продолжительности градостроительная ось имеет перпендикулярное пересечение с магистральными улицами, которые обеспечивают пешеходную и транспортную доступность к этой территории. Об объектах я не говорю, потому что это, в принципе, будет и в ваших вопросах, и, в принципе, в предложениях еще десятки предложений. И завтра мы об этом будем говорить очень подробно. Очень, Саймон, понравилось то, что вы немножко сменили концепцию по террасной части этого пространства, ушли от тех зимних садов и оранжерейных комплексов, которые я их не понимал, потому что они нарушали мне визуальную ось данной территории. А вот потенциал в террасном решении очень большой и очень интересный. Очень хорошо, спасибо. Владимир Иванович, спасибо большое вам за ваши комментарии. Я надеюсь о том, что в зале еще есть много архитекторов, которые захотят высказаться или задать свои вопросы. Да, пожалуйста, можете выходить и... Так. Во-первых, может быть, кто-нибудь не часто бывает на Центральной площади. Я бываю на Центральной площади часто. И я чаще всего на Центральной площади бываю с молодежью.
И с молодежью флешмобы идут от Дома Правительства и идут на набережную. Тут попробуйте пройти 500 человек вот оттуда сюда. Тут как надо прыгать? Вот сейчас там ходить невозможно из-за того, что лесенки... Мы не говорим про то, что сейчас. Мы это Так, даже не обсуждаем сейчас невозможно, потому что лесенки плохие. После того, как это будет сделано, невозможно будет ходить из-за того, что все перегорожено. У нас плитку мраморную раздолбали, Вы послушайте поставили меня вот тут вот стекло. Послушайте, У нас от пожалуйста, стекла меня на ничего секунду. не останется. Мы вас... У нас на Центральной площади проходит оранжевый мяч. Где для него площади? У нас, ну на самом деле, ну выступление, где для него площади? Тут, извиняюсь, вот такую вот сцену сделали на 10 человек. Народное гуляние, народная сцена. Где это? Извините, пожалуйста. Ну нет, ну на самом деле где это? Посмотрите. Всех выгнали с площади, абсолютно всех. Для чего вот эти нагромождения? Для чего? Для чего вот эта лыжная палка? Можно... Ну, на самом деле. Ладно, лыжи Кулакову понятно, палка лыжная, для чего у нас? Остановитесь, пожалуйста. Да, Я остановитесь. понимаю, что вам перед британцами вам стыдно, а перед ижевчанами нет. Мы вас услышали, спасибо. Есть еще желающие У нас высказать свои в комментарии? течение завтрашнего дня будет еще очень плотная работа по представленной концепции. То есть это еще не финал. А еще у нас есть памятники Газде, Лосенку, шикарные. Где тут что-нибудь на уровне нашего крокодила? Где тут интересное что-то? Хоть одна находка есть? Вот так вот, как вот у нас в городе есть. Наш уровень культуры и то не дотягивает. Дайте мне сказать, вдоль улицы Пушкинской предусмотрены такого рода объекты. То есть там будет памятник Чайковскому, предусмотрены места. Памятник Чайковского и Дом Правительства какое отношение друг к другу имеет? Памятник А, Чайковского можно сфотографировать только на фоне... Театр оперы и балета имеет отношение. А памятник куда поставили? Это было... А как вот можно сфотографировать? Я, например, не нашла ту точку, чтобы сфотографировать, как он стоит сейчас. Это условный был объект, то есть будет проведен конкурс на памятник Чайковскому. И архитекторы должны дорабатывать. Давайте Итак, у нас есть перейдем еще одна к дальнейшему. позиция, пожалуйста. Я с места можно? Я, честно говоря, да, яковицкая любовь, ну, ландшафтный архитектор. Ну, в прошлой жизни главный дендролог города. Вы знаете, я, честно говоря, дикое удовольствие. Спасибо. Я себя считаю фантазеркой, но здесь мы с вами на одной волне. Я понимаю, что город наш имеет консерватизм немножко. Мы развиты еще в советское время. Но хочу сказать, что вы предлагаете, это здорово. Во всем. Вы знаете, я конкретно скажу, мне хочется завтра поучаствовать в процессе. У меня есть мысли по этой площади уже в течение 20 лет. У нас, вы знаете, я за это время, пока уже не работала в архитектуре, было очень много путешествий. И я посмотрела много городов других, нашей в России и за рубежом. И хочу сказать, столько много вещей можно сюда еще. Я бы заменила бы, например, океаны на что-то наше, земное, и это актуально будет. Я бы еще поменяла бы эти памятники, посмотрела бы идею памятников по месту, по назначению, где бы они были бы приближены, они так парадно бы выстроились бы вдоль улицы Пушкинской. То есть идей много, я благодарна. Я бы рассмотрела бы набережную, именно тот склон, именно в той концепции, которая у нас была предусмотрена генпланом города, как дендропарк, потому что это тоже ключевое место, и оно на сегодняшний день как бы пустующее. Ну, будем говорить, завершающий элемент вашего проекта, он как бы здесь отражен как в унисон. И вообще хочу с вами поработать. Спасибо. Спасибо. Будут комментарии? А еще мнение, пожалуйста? Да, пожалуйста. Вы знаете, я, наверное, буду говорить громко, и меня услышат все.
Я представитель вот этих 4 домов, которые стоят на Центральной площади. Я председатель ТСЖ одного из этих домов. Здесь присутствует еще один председатель, тоже ТСЖ Наговицыной 4. Не пришли еще 2, но очень хотели. Все это прекрасно, все хорошо. План очень понравился. Конечно, мы за то, чтобы это было в нашем городе Ижевске. Но у нас большая просьба. Почти от 1000 жителей вот этих 4 домов. Пожалуйста, примите во внимание наши интересы. Если кто-то считает, что жизнь вот в этих многоэтажках – это счастье, я хочу сказать, что вы глубоко заблуждаетесь. Мы живем в этих домах, я честно вам скажу, как на передовой. У нас война, у нас стрельба, у нас кричат «Ура! Вперед!» и все такое прочее. Поэтому, вы понимаете, когда это 1 раз в год, это пережить можно. Но когда мы вот живем уже 40 лет в этих домах, и когда постоянно, каждый праздник, музыка, которая бьет в уши, значит, ну, вы сами понимаете, какие здесь нюансы. Поэтому у меня убедительная просьба. Если вы предусматриваете сцену, отверните ее от наших домов. Пусть все звуки идут в другую сторону. И еще одна просьба. Пожалуйста, если есть такая возможность, сохраните нашу липовую аллею, которая вдоль наших домов. Все остальное, все прекрасно и хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо большое. Вот, если вы можете оставить свои контакты, да, то есть свой сотовый номер, вот подойдите, пожалуйста, к девушке, она запишет и свяжется с вами. Так, вот молодое поколение видел на заднем ряду, хотела что-то высказаться. Вот у меня такой вопрос. Обычно в проекте всегда должна быть указана дата, к какому году должен быть закончен проект. Также я полагаю, что определенные этапы должны быть разбиты, допустим, к примеру, постройки к какому-то определенному году должны быть завершены. Также определенные участки площади. Вот. Хотелось бы это услышать, потому что я помню, когда строили набережную, ее закрыли, по-моему, на весь сезон. То есть, по сути, у людей туда не было доступа, и хотелось бы узнать, какие будут неудобства у граждан в плане проведения досуга. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Предварительная разбивка на этапы у нас уже есть. В принципе, Саймон вот в 2 словах сейчас может ее представить. We didn't show the phasing because I thought we were running out of time for questions. I can go through very quickly. I'm sure you'll be very interested by what we... These are, again, just first ideas. У нас была фазировка, мы ее не показали, потому что времени мало, но можно быстренько сейчас посмотреть на то, как именно это должно выглядеть. I'm just going to whiz through some of this. We've cut some of this because there wasn't a lot of time. This is our first idea for the phasing, which we're going to talk about at more length over the next few days. As I say, just first ideas. Это наше первое представление о разбиении на этапы. Может быть, это дальше будет доработано. The first date that's important is actually the 7th of May 2015, which is the anniversary of Tchaikovsky's birthday. And the idea is that the 1A, which is the Tchaikovsky monument, and most of the civic square is completed for the 7th of May 2015. То есть первая важная дата, важный пункт — это 7 мая 15, то есть юбилей Чайковского, и вот это вот первое А, что вы здесь видите, сам памятник Чайковскому, и вот это показанное здесь связанное, это должно быть к этой дате готово. And if you like, that's when you kind of lay the foundation stone for the bigger building project that will take place afterwards. И это, возможно, здесь же будет поставлен некий такой пробный камень для более крупного строительного проекта, который будет дальше делаться. And also over the course of 2015, we envisage the rest of the civic square being finished, and maybe the Republic Theatre being refurbished too. А также мы считаем, что за 2015 год будет завершена, в общем, завершена городская площадка первая, и будет обновлен, возможно, театр республиканский. Okay, the second phase, which is maybe over the next 1 to 2 years, so maybe by 2016, we've included the other projects that are already planned, and some of them are under construction.
Вторая фаза, которая на следующие 2 года, то есть она там, не знаю, до 16-го, например, года, здесь включены в том числе постройки, которые уже строятся, то есть которые вот из предыдущих планов. We've included the Science Museum and the other buildings around the Civic Square because this is on land which is currently owned by the city. So the city can develop this early on without even private ownership problems. Здесь уже, как видите, включен, например, музей научный, и вот эти вот разные стоящие рядом с общественной площадкой здания, потому что это стоит на территории, которая принадлежит городу, и это то, с чего можно начать уже достаточно на раннем этапе строить. То есть это не надо бороться с владельцами земли. And then also, so therefore, the social zone, the central part of the square, is developed at the same time. А также в это время и социальная вот эта вот площадка, она тоже в это время будет делаться. So then between 2017 to 2018, we look at the other major attractions. It probably takes that amount of time to get the funding in place and to secure the business plan for those projects. And it happens at the same time as we look at the entertainment square. So the cinema buildings get refurbished. And we look at all of those areas around the festival square as a single construction project. In some ways. 17-18 год, третья фаза, это уже создание вот таких основных крупных объектов притяжения. К тому времени придется создать там бизнес-планы, привлечь финансирование. Одновременно будет происходить застройка фестивальной площади, обновляться кинотеатр в том числе. То есть вот это вот будет проходить так в качестве одного единого плана. And then, wrong way. There we go. And this is now looking into the future a little, 2019, 2020 and after. Здесь уже дальше мы смотрим совсем в будущее, какой-нибудь 19-20. As we said, we would love to see the TUM redeveloped into a modern shopping centre. We've also indicated the new police station, which is just being talked about now, and some of the other sites in the immediate central area. Также вот мы очень хотели бы, чтобы, как мы уже говорили, ЦУМ все-таки был превращен в новую качественно торговую зону. Вы видите здесь новое здание МВД, ну и в общем вот эти новые здания. And then we've kind of indicated sort of 2020 plus. So this is probably more than 6 or 7 years away. As the value of the general city centres starts to rise, there becomes the opportunity for the peripheral sites around the city centre to develop in a particular way. And also potentially that's when we start, we look at the residential towers adjacent to the square. It'll be worthwhile redeveloping those, reconstructing of those, because the value will have increased in the future. Ну и уже совсем будущее, то есть там за 2020 год, тут уже видно, что будет расти цена на землю в этом регионе, и как раз это будет возможность развивать периферийные зоны, в том числе здесь можно приглядываться в самый удобный момент к вот этим вот 4 жилым зданиям на площади, потому что это будет тот самый момент, когда увеличилась цена, и поэтому это будет очень удачно. Это пока предварительная разбивка по этапам, то есть могут даты сдвигаться, могут двигаться зоны, ну то есть это все в процессе обсуждения. Да, пожалуйста. В продолжение того же вопроса, в разбивке, в предварительной очень важно не упустить вопрос насчет подземных парковок, потому что, как обычно, то есть разбивка по этапам наземных объектов, верхних объектов есть, а строительство парковок у нас, как обычно, потом в 2020 году спохватимся, и будет уже поздно, что бы то ни было делать, а, соответственно, значит, площадь просто закроет все. Эти аспекты тоже учтены, то есть подземные парковки предусмотрены, и также они войдут в один из этапов, то есть это 2-й или 3-й этап. Максимов Дмитрий, архитектор. Безусловно, презентация очень интересна. И есть свои плюсы, есть свои минусы. В последующем, я надеюсь, минусы вы доработаете. Но некоторые хотелось бы отметить. Первое, это я не услышал, может быть, пропустил, это зимнее использование территории. То есть участки, особенно вот 2-й участок, как будет чиститься? Чистят у нас не вручную. Это вот первый момент.
Второй момент это, как выразились, ну не в обиду будет сказано, лыжная палка. Наверное, не совсем это уместно, потому что ну, надо еще раз посмотреть очень внимательно. Дальше улица Пушкинская, очень спорный момент, потому что трафик, ну тот, по крайней мере, ту картинку, которую вы предоставили, там и то, что у нас сейчас здесь есть, это немножко разное, движение разное. Вот, и тут надо повнимательнее с этим. Ну вот предложение по размещению Чайковского тоже надо посмотреть. Действительно, тут точки, ракурсы, это важно. А так в целом движение есть, это радует. Значит, вот решение между Карла Маркса и Горького, мне кажется, это в правильном направлении вы идете. Вот, удачи. Надеюсь, будет лучше. Всем спасибо. Добрый день, меня зовут Назим, а мне понравилось вообще все. Я отлетаю, ну, я не секрет, то, что инвалид, мне понравилось, что можно зимой будет ходить и не падать. То есть идея вообще классно, вы молодцы, спасибо вам. И, в принципе, многие горожане хотели бы работать в вашей команде. Так, спасибо. Да, конечно. Я дойду до вас. Вот у меня такой вопрос. Вот вы проблему, которую озвучивали, это охрана. Я тоже не услышала. Как будет осуществляться охрана? Детские площадки здесь у вас, да, тут же игры в шахматы и русская душа, там, где игры в шахматы, там и более горячительные напитки. Спасибо. Okay, it's a very, very good point, and it's a very interesting discussion that we're still having. I will tell you, we had almost exactly a discussion about this subject this afternoon, and I'll kind of tell you what we talked about then. Это как раз, вы, конечно, очень интересный вопрос задаете. Как раз вот мы сегодня днем именно вот этот вопрос задавали. Я хочу вам поподробнее об этом сказать, к чему мы пришли. Okay, it's quite complex, and there's a few different levels to it. Это такой непростой вопрос, вот вопрос охраны, он многоуровневый. First of all, I mean, on a basic level, it's kind of like there's the expression: if you treat people like animals, they behave like animals. And if you give something people can be proud of, then actually they like it and they're proud of it and they respect it. Ну, во-первых, есть такое соображение, ну, такое самое базовое, что, как говорят, если к людям как к скотам, то они будут вести себя как скоты. А если дать людям пространство, которым они будут гордиться, которое они будут видеть как некое средство повышения самооценки, то они будут за ним гораздо более бережно ухаживать. Это во-первых. So certainly there's a problem at the moment, which is that the space is already damaged, it's in bad condition, and people don't care about damaging it further. You give them something nice, something where everybody's been involved in the design, and people are proud of it and they want to look after it. But that's a simple level. То есть это вот самый простой уровень, то, что сейчас, конечно, видно, что это не очень ухоженное пространство, и людям нет никаких проблем с тем, чтобы его еще дальше угробить. А если дать им какое-то новое качественное пространство, то, возможно, они начнут ценить его гораздо больше. Это во-первых. The other issue with the square at the moment is one of observation, which is because there is not much activity in the square. Generally, you can do what you like and nobody cares because nobody really sees. Второй момент, связанный с охраной на площади, это момент просматриваемости. То есть благодаря тому, что народу на площади практически не ходит, потому что незачем, получается так, что некому смотреть за порядком в принципе. So that one of the main principles of our plan is that the square is surrounded by shops, cafes, restaurants, bars, which all provide activity all the time. So there is always people looking at what is going on in the square, just naturally observing what is happening. И поэтому, в том числе, принцип, который вот делается в этом плане, мы пытаемся просто добавить очень много баров, каких-нибудь там магазинов, самых разных заведений, которые обеспечивают всегда оживленность. Таким образом, люди всегда будут естественным образом смотреть за тем, что происходит вообще.
But then I think the third and really I suppose the answer in some ways is what takes place all across British, European cities and American cities at the moment, and it's unavoidable fact of modern life, which is CCTV cameras. Ну и третье, и, возможно, это самый такой капитальный ответ на ваш вопрос, это то, без чего сейчас совершенно не могут обойтись ни европейские города, и в Британии тоже этого много. Вводятся, конечно, вот эти вот камеры CCTV, то есть камеры слежения. They say that a Londoner is on camera 18 times a day. Говорят, что лондонец типичный попадает под камеру по 18 раз в день. It's an absolute fact of life in every city, certainly in Britain at the moment, that it's something that the city council has to look at very seriously as a way to monitor and police all the city spaces and high quality public realm spaces. Это такой как бы факт, неизбежный факт жизни, без которого никак не обойдешься, и сейчас, в том числе в Британии, все время происходит дискуссия на тему того, что государство оно обязано отслеживать, смотреть за тем, что происходит на самых главных общественных площадках города. Спасибо большое за ответ. Да, пожалуйста, вам. Добрый день. Проект, конечно, очень оригинальный. Может быть, не у всех он вызывает сразу положительные, но, в общем, много оригинальных, интересных мыслей. Но у меня несколько конкретных вопросиков. Первое. Вы сказали, завтра будет обсуждение. А где можно поприсутствовать на этом обсуждении? Понятно. Значит, там, где будет решаться вопрос, граждане могут отдыхать. Понятно. Тогда задаю вопросы конкретно. Значит, было несколько раз показаны зеленые зоны, и ни разу не показаны лавочки. Вот вы говорите, на площадь нужно прийти и отдохнуть с семьей, с детьми и так далее. Значит, у вас люди сидят или на бортиках вот этих спускающихся лесенок или на фонтане, но ни разу не было хорошей такой зоны, где можно сесть спокойно, ну, я не знаю, отдохнуть, съесть бутерброд и так далее. Если это у вас есть, то я очень рада, но мне показалось, что этого или мало, или как-то недостаточно. Теперь, травяные полянки для сидения. Значит, это, в общем-то, у нас деловая площадь, центральная площадь. И вот такие травяные, значит, лужаечки, я сталкивалась, ну вот у Исаакиевского собора. Там действительно пришел, сел на эту зеленую травку, посидел, отдохнул. Значит, вы хотите сделать на центральной площади. Кто туда сядет? Вот я села, и вокруг меня ходят люди. Значит, эти зеленые поляночки сделать, если так они вам дороги, то ближе к набережной пруда, как пляжная зона. Тогда это будет чем-то как-то оправдано. А на центральной площади, там, где вот вы, ну, извините, это мое мнение, вы, конечно, можете свое творить. Теперь, значит, улица Максима Горького. Очень сложная улица, через которую, значит, перейти неизвестно как. Мне кажется, что вот в проект площади включить дополнительно второй мост над Максима Горького. Тогда и транспорт не будет перекрываться, потому что это у нас очень загруженная транспортная артерия города. Вот. Вот как мост над Карла Маркса, также сделать еще вот второй мост, чтобы и обзорная площадка получится дополнительная. Ну, это мое предложение. И потом, значит, вы построили там высотные дома, которые перекрывают и монумент, и собор. То есть вот это вот, пожалуйста, учтите высотную эту систему, потому что собор — самое высокое здание, сооружение, оно должно просматриваться со всех точек, а не быть перекрытым. Ну, а в основном, значит, успехов вам в работе. До свидания. Спасибо. Комментарии? Нет комментариев. Хорошо. Да, конечно. Угу. Передайте микрофон, пожалуйста. Дизайнер, архитектор, оружейник. Спасибо за хороший подробный анализ, предварительный анализ. Все замечательно, конечно. Но одно есть предложение. Все-таки учесть
исторический аспект. Вы знаете, что во Франции, в Париже есть Елисейские поля, там давно полей нет, но мы знаем, что они когда-то там были. У нас тоже в центре были исторические места, связанные с оружием. Вот хотел бы пожелать как-то это учесть. Спасибо. Здравствуйте. Интересует вопрос такого характера. Ни для кого не секрет, что на нашей площади есть организации, которые владеют некоторыми зданиями, существующий кинотеатр, ЦУМ и так далее. Администрация каким образом будет разговаривать с ними или как-то подвигать их на реконструкцию их помещений? Спасибо. Спасибо за вопрос. Диалог ведется уже на протяжении, может быть, последнего года, с тех пор, как вообще начались у нас мысли о комплексной концепции реконструкции Центральной площади. То есть сейчас собственники тех или иных зданий все активнее отзываются. То есть мы рассчитываем выстроить какой-то конструктивный диалог по предложенным решениям в том числе, которые отражены в концепции. То есть и перейти все-таки, чтобы многие здания, которые сейчас уже, они были очень давно построены и выглядят уже и морально, и физически у них есть износ, устаревшими, мы рассчитываем, что все-таки собственники пойдут на реконструкцию этих зданий, и чтобы они перешли в новое качество, с новой площадью, с новым публичным таким пространством, также подтянется и архитектура. Спасибо за вопрос. И, наверное, механизм муниципально-частного партнерства, они тоже сейчас понятны, уже все им пользуются. Да, механизмы все живые, все они на самом деле отрабатываются. То есть каких-то готовых решений на данный момент не существует. Спасибо. Марина Борисовна, пожалуйста. Сохраним все, что можно, и еще посадим новые. То есть зеленая территория планируется стать больше, чем она есть сейчас. Марина Рупасова, сотрудник музея Ижевска. Не знаю, знают ли наши гости, что в зоне, примыкающей к нашей площади, в зоне набережной, сейчас разрабатывается другой проект, где тоже собраны предложения другой английской компании Event Communication Limited, которые как раз предлагают там проектирование музейного квартала в зоне набережной, в зоне нашего историко-культурного наследия, связанного с образом Ижевска как города-завода. Речь идет о Генеральском доме, заводе Бодолева, главном корпусе оружейного завода и индустриальном техникуме. Значит, я что хочу сказать. Некоторые идеи вот этих двух концепций пересекаются. В частности, создание детского музея науки, очень нужного городу конструкторов-оружейников, и создание океанариума. Там просто есть другие идеи по этому поводу. Мне кажется, этим проектом надо уже двигаться навстречу друг другу и в профессиональном сообществе обсуждать это комплексно, потому что зона фактически единого такого пространства и квартала культурных творческих индустрий. А в целом хочу сказать, что, конечно, мне кажется, реализация подобных проектов, она выведет Ижевск на какой-то новый уровень столичности и европейского города, что безусловно, нам нужно. Здрасте, Игорь зовут меня. У меня такой вопрос. Какова дальнейшая судьба доски подсчета? И у нас много очень денег в городе ушло, тут сказали 50%, в городе уходит на содержание инфраструктуры бассейнов. Судьба бассейнов и строительных материалов и так далее, что там было до этого. Их как-то можем еще использовать? Well, at the moment, we have. I mean, actually, we were responding to some of the comments that came back from the social study, which suggested that the existing Wall of Honor is a little bit outdated, and we need to do something new and interesting for the future.
Во-первых, мы в том числе вот в этой новой концепции мы также отзывались на мнение, полученные из социологических исследований, и там показали, что люди считают, что вот эта вот доска почета в том виде, каком она сейчас есть, она устарела и нужно сделать ее в каком-то новом виде. What we have done is we've created an area which is on the opposite side of the civic square, so it could be built early on, which is the new Garden of Honor, we have called it. И мы вот как раз разбиваем вот эту вот новую зону на том конце общественной площадки. Она может быть достаточно рано построена, чтобы вот мы как раз назвали это этим новым парком почета. I mean, we don't have a detailed design for this yet. And also, I think we would like the opportunity to hear more from the people of Ижевск about what the new Garden of Honor could be into the future. Who are the people in Ижевск that we want to celebrate? How do we want to celebrate them? I mean, it also could be the potential for a local artist or a local sculptor to get involved in the design of this particular monument or new space. И поскольку подробного плана вот этого нового парка почета у нас нет, мы как раз очень хотим в том числе поговорить с ижевчанами насчет того, как именно они хотят видеть этот новый парк почета, кого, возможно, они хотели бы, новые лица, чтобы были почтены, как это именно сделать. К тому же здесь есть возможность попробовать и посотрудничать с новыми, создать какие-нибудь новые постройки, новые, не постройки, конечно, а эти монументы, да, то есть с архитекторами городского искусства. Спасибо большое. Еще вопросы? Так, пожалуйста. Казаринова Ирина, архитектор. В силу обстоятельств я некоторое время занималась реконструкцией оперного театра. И территория вокруг театра, и сам театр мне, в общем-то, близок. Сейчас то, что я вижу, у меня вызывает некоторое, как бы мягко сказать, удивление. Потому что вы сейчас с центральной улицы Пушкинской просто закрыли вид на оперный театр, который, в принципе, имеет неплохую архитектуру. Закрыли вот этим своим странным коробом. Мало того, что вы сейчас оперный театр отгородили от площади этой вот аллеи из деревьев. Практически сейчас, если у нас оперный театр, это имеет общую территорию с площадью, там фонтаны, и как бы неплохо это все смотрится. Сейчас оперный театр, даже вот на вашем изображении, это черное пятно. Извините. Конечно. I understand where you're coming from. I mean, first of all, I think the best facade of the opera theatre is the front facade, the one that's on the square. Я понимаю вашу позицию, но все-таки, во-первых, я бы все же считал, что самый выигрышный фасад оперного театра, он фронтальный, то есть выходящий на площадь. And I think the other issue that's being developed at the moment, you can't see it yet, but you've got a KFC being built there. Еще такой вопрос, который тоже тут возникает, его как бы не видно, но там же будет построен вот этот KFC. And well, I must be frank, the drawings I have seen of the back and the sides of the KFC are not the prettiest building in the world. И буду с вами откровенен, я на плане видел вот как бы вот задние и боковые части вот этого вот здания KFC, это, скажем так, не самая на свете красивая постройка. И вот она как раз будет расположена, к сожалению, как раз вот перед зданием оперы и балета в этом месте. So the idea is that the building we have proposed sort of encloses the back and the sides of the KFC and also creates a new frontage to Pushkinskaya of a new contemporary office building. И поэтому в нашем предложении мы как раз стремимся как-то вот закрыть вот эти вот части KFC и как-то попробовать все-таки побольше выдать вот фронтальную часть на площадь выходящую, подчеркнуть. The focus of the opera theatre becomes the frontage, which looks out onto the civic square, and that facade is really focused on. И вот эта вот фронтальная часть театра оперы, она выходит на общественную площадку, и как раз на ней будет большое ударение, большое подчеркивание. Спасибо, Саймон, за ответ. Левая половина зала. Есть еще вопросы, дорогие друзья?
моста, когда смотришь. А если вот тут вот смотреть от Дома Правительства, получается тоже деревья, они подрастут, и получится вся площадь будет вот такая вот давящая, она теряет своего простора, который у нас сейчас есть. Посмотрите, ряд деревьев тут идет, там где идет, и нету это простора действительно. Это будет... Спасибо. Спасибо за замечание. А сейчас я думаю, что можно, в принципе, закончить сегодняшнее мероприятие. То есть если у кого-то какие-то есть конкретные предложения, пожелания, то тоже у нас вся презентация будет выложена на сайте АРГО и на сайте Техне. Техне, Союза архитекторов